пиратов написал когда-то. Остров сокровищ, Роберт Льюис Стивенсон. Первоначально Роберт Стивенсон назвал свою книгу не «Остров сокровищ», а «Судовой повар». Им был один из главных героев, долговязый Джон Сильвер, который служил коком на Испаньоле. Это говорило о том, что автору очень нравился этот обаятельный пират. К тому же это отражало парадоксальность натуры персонажа, ведь должность повара делала злодея более человечным. Но издатель убедил Стивенсона сразу взять читателя на интерес самим названием «Остров сокровищ». Так должна называться книга. Паруса поднять! Полный... Стоп! Да! Полный вперед! Стоп. Паруса поднимать рано, ведь роман еще не написан. Есть только карта, с которой и началась вся эта история. И вымышленная, и реальная. Начнется все со старой карты. В итоге кое-кто не соберет костей. А островок, что мог бы быть курортом, объектом станет дьявольских страстей. Одним дождливым летним днем в Шотландии Роберт Льюис Стивенсон и его приемный сын Ллойд решили заняться рисованием. Писатель одного за другим вынимал из небытия таких персонажей, как Джим Хокинс, Сквайр Трелани, Билл Бонс и капитан Смолет. Стивенсон писал: «Следующее, что я помню, так это лист бумаги, на котором я составлял список глав». Джимми Гокинс. Очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий. Видимо, образ Джима, мальчика, попавшего в круговорот приключений, был введен специально ради сынишки Ллойда. Как его прототип, пират Джон Сильвер был списан с друга Стивенсона, Уильяма Хенли. Он тоже был высоким, энергичным и очень обаятельным мужчиной. И, как и корабельный повар, инвалид. Он потерял ногу из-за осложнений от перенесенного в детстве туберкулеза. Кто здесь? Это же Джим Хокинс. Черт меня подери. Заходи, я всегда рад старому другу. После публикации романа Стивенсон признался в содеянном своему другу, который был известным писателем и издателем. «Твоя внешняя особенность и сила характера дали жизнь долговязому Джону Сильверу», — покаялся Стивенсон. Сильвер очень сложный злодей, который очаровывает читателя так же, как он очаровал юного Джима. Одноногий капитан очень умный и веселый. Он употребляет такие выражения, как «дьявол, меня подери», и не расстается с попугаем по имени капитан Флинт, названным так в честь старого капитана-пирата. Он несчастный человек, бывший моряк Королевского флота, который потерял ногу, сражаясь за империю. Когда Сильвер помешал своим людям убить Джима на острове, стало понятно, что у него еще сохранились остатки порядочности. И тем не менее, Джон Сильвер – потерянная душа, пожираемая жадностью. Нас всех перережут. Да, капитан, вы были правы. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений. Упоминает автор и некоторых реально существовавших головорезов, таких как Черная Борода, Уильям Кид и Бартоломью Робертс. Один из людей Сильвера, Израиль Хэнс, умирает в романе «На руках» Джима Хокинса. Если вы придете сюда поодиночке, я закую вас в кандалы и предам справедливому суду. Произведение Стивенсона было очень жестким для своего времени. Вот как автор описывает сцену, в которой Джим видит, как Сильвер метнул свой костыль в спину предателя. Судя по силе удара, можно было предположить, что у него сломан позвоночник. Но Сильвер не дал ему возможности даже пошевелиться. В одно мгновение он с обезьяньей быстротой подскочил к Тому на одной ноге и дважды, по самую рукоятку, всадил нож в его беззащитно распростертое тело. Может быть, поэтому жена автора ненавидела это произведение. Кстати, первая публикация в журнале не вызвала особого восторга и у читающей публики. К тому времени он уже создал себе достаточно прочное литературное имя, написав чудесные циклы рассказов о принце Флоризелле, клуб самоубийц и Алмаз Раджи. Я принц Флоризель. Я прекращаю вашу деятельность и распустил ваш клуб. Ваше высочество. О, Господи. То-то я смотрю, усы клеенные. Что вы себе позволяете? Между прочим, усы клеили мне вы.
То есть был уже уважаемый писатель Стивенсон для взрослых, а Стивенсон «Острова сокровищ» для детей. Впрочем, взрослые оценили и его со временем. Роман переиздается до сих пор огромными тиражами, а экранизации не счесть. Но еще одно произведение автора «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» тоже неоднократно экранизировалось. В мрачный Лондон 19 века некий демонический человек по имени Эдвард Хайд совершает ряд отвратительных поступков. Выясняется, что он каким-то образом тесно связан с уважаемым в обществе доктором Генри Джекилом. Вернее, это один и тот же человек. Стивенсон одним из первых так фактически устрашающе обрисовал двойственность человеческой природы, где от добра до зла порой бывает один шаг. Собственно, считается, что странная история доктора Джекила и мистера Хайда выросла из романа «Преступление и наказание», с которым Стивенсон познакомился в 1885 году, прочитав французский перевод. А эта философская история от Стивенсона про Джекила и Хайда до сих пор волнует множество режиссеров во всем мире. Были Хайдом? О, это ужас моей жизни. Это дьявол, которого я разбудил в себе, но не всегда подвластен мне.